Всем привет! Сегодня я хотел бы записать сравнительный видеообзор на два осциллографа от компании Fnirsi. Это прибор 2C23T и осциллограф 2C53P. Оба прибора являются универсальными 3 в 1 устройствами, которые совмещают в себе функции мультиметра, осциллографа и генератора сигнала. Давно уже присматривал нечто подобное для работы с автомобилями. Ранее имел сканер оригинальный Suzuki SDT, в котором тоже был двухканальный осциллограф. Правда, странноватая там картинка была, но тем не менее с его помощью можно было какие-то сигналы померить. И в середине 2000-х у меня был оригинальный сканер Kia Hyundai HiScan Pro, в котором тоже была функция двухканального осциллографа. Вот это для меня эталонный осциллограф, который рисовал идеальные картинки и был удобен в эксплуатации. Изначально я заказал себе прибор 2C23T, потому что он мне показался, в первую очередь, дешевым, универсальным. Но потом мне показалось, что дисплей этого прибора маловат, и решил себе заказать прибор 2C53P. Между ними находится еще мультиметр осциллограф Zoe 703S модель, но в ней нет возможности замерять температуру, но думаю, что между ними легко можно было бы поместить и данный прибор. Так вот, перейдем к обзору обоих устройств. Две коробки практически одинакового размера. Что они в себе содержат? Откроем 2C23T. Внутри ложемент, в котором находится сам прибор, инструкция, набор щупов осциллографа, набор щупов мультиметра, провод для зарядки и датчик температуры, который я уже заказал ранее на Озоне, и провод для генератора сигналов. Вот я его достану. Осциллограф 2C53P поставляется в таком кейсе. Кейс жесткий, удобный, в котором есть точно такой же комплект. Он идентичен. Щупы осциллографа и мультиметра точно такие же, как и в предыдущем приборе. Единственное их различие — это провод генератора сигналов, которые здесь различаются по разъему, которым они подключаются непосредственно в прибор. Вот это все их различие. Обе инструкции на русском языке, где довольно подробно все описано, характеристики и управление приборами. Далее имеем ложемент, в котором находится сам осциллограф. Базовые характеристики осциллографов, которые применяются в автодиагностике, они очень схожи. Есть небольшая разница в развертке и пропускной полосе пропускания, насколько я помню, она тоже отличается, но не сильно. Поэтому для меня это не критично. Более важные отличительные черты обоих приборов — это, конечно же, дисплей.
у прибора 23T размер дисплея 2,8 дюйма, здесь же 4,3 дюйма. Как раз между ними можно было бы разместить прибор Zoe 703, у которого размер дисплея 3,5 дюйма. И это самый важный отличительный момент обоих приборов. У прибора 23T емкость аккумулятора 3000 мА, а у прибора 53P 4000 мА. В целом разница и на этом заканчивается. Оба прибора отлично выполнены, прорезиненные края, хороший пластик. В этом плане все сделано очень хорошо. Разъемы для подключения щупов осциллографа, мультиметра, зарядка с помощью Type-C разъема. Здесь она находится под резиновой крышкой. Ну и все на этом. Оба прибора имеют подставки. И также у прибора 23T есть гнездо для того, чтобы можно было подвешивать. Запустим. Здесь весь функционал понятный и простой. С помощью нажатия кнопок можно перейти в любое меню, выбрать то, что нам необходимо в данный момент: мультиметр, генератор сигналов или осциллограф. Здесь у нас сенсорный дисплей и сенсорные кнопки, которыми мы точно так же можем менять меню нашего прибора. Вернемся обратно. Я провел несколько испытаний на автомобиле, которые вам покажу, отличительные. И в целом оба прибора мне показались очень удобные в эксплуатации. Обоими можно работать, но если есть желание иметь только один универсальный прибор, я думаю, что все-таки удобнее было бы иметь прибор 20C23T или тот же Zoe, потому что он имеет вид обычного мультиметра с удобно расположенными разъемами щупов на лицевой части. И в целом, если редко использовать осциллограф, то этого прибора достаточно в работе при поиске неисправности автомобиля. Я же имею токовые клещи Mastech, которые ранее вам показывал, и мне показалось, что для меня все-таки вот этот прибор удобнее тем, что он имеет большой дисплей и функцию осциллографа, разницу которых вы увидите на сравнительном тесте. И тот, и другой прибор удобный в эксплуатации, и я советую любой из тех, которые вам понравятся больше из моего обзора. Спасибо вам за внимание. Если что, оставляйте свои комментарии под видео. Я их все читаю и постараюсь ответить. Итак, два прибора в действии. Хочу показать, как работают оба осциллографа. Сигнал берем канал 1 с датчика коленвала и второй канал датчик распредвала. Настройки сейчас на обоих приборах абсолютно одинаковые. Использованы штатные щупы из комплекта. Можно увидеть настройки 20C23T и 20C53P. Больший дисплей, конечно же, позволяет лучше разглядеть график. Здесь еще достоинство такое, что можно двигать вправо и влево наш график и смотреть
посмотреть отношение сигналов относительно друг друга, то есть положение датчика распредвала, коленвала, где они совпадают, либо не совпадают. Здесь же это сделать довольно сложно, потому что график постоянно едет. Чтобы его застопорить, приходится выбирать меньшую развертку, и тогда график работы коленвала становится совсем нечитаемый, что, конечно же, неудобно. Приборы настраиваются абсолютно идентично. Я думаю, что их ПО одинаковое. Единственное большое отличие — это все-таки размер дисплея. Вот можете сами оценить работу того и иного осциллографа в действии. Давайте попробуем 2 миллисекунды поставить на этом приборе и здесь. Ну все, уже график поехал. Попробуем его подвигать. Он уже неудобный для чтения. Можно каналы можно совместить, наложить друг на друга прямо с экрана. Можно поставить на паузу график здесь и здесь, дождаться совмещения графиков по коленвалу и по распредвалу, поставить на паузу, посмотреть, совпадают ли они. Ну и в целом так, для диагностики автомобиля такой формы сигнала, я думаю, достаточно. Сравнительный тест напряжения бортовой сети родными щупами. Разница практически отсутствует. Теперь замер тока утечки, что для меня тоже актуально. Прибор по умолчанию находится в режиме авто. Нужно выбрать нам показания амперметра. В данный момент автомобиль еще не уснул. Вот такое потребление тока имеет. Сейчас дождусь, когда заснет, и сравню показания обоих приборов. Прошло примерно 10-15 минут. Ток утечки с прибора 2C53P. И здесь. И последний тест датчиков температуры, заказанных на Озоне. Абсолютно одинаковые датчики. Вот их показания. Незначительная разница. В целом можно использовать.